В основном программисты, кто занимается мобильной разработкой, используют в своем большинстве макбуки. Это удобно, легко, эффективно, классно, особенно когда они перешли на ARM. Но что если я вам скажу, что ваш следующий ноутбук может быть на Android? Да-да, это офигенно классное решение, потому что Google уже в 2026 году выпустит свой первый ноутбук на Android. В нем будет чип от Qualcomm, топовый, который является конкурентами популярных Apple M процессоров и мощных и классно зарекомендовавших себя ARM архитектура офигенно показала себя для выполнения профессиональных так целей, так и любительских. Вообще, в принципе, долгоживучесть. И, в принципе, у Гугла есть очень классная возможность показать крутое. Ну, вы скажете, Android, какие там приложения, там просто игрушка, мобильная операционная система. Но это уже совсем не так. Google очень сильно сменила свою стратегию за последние пару лет и меняет Android к тому, чтобы это могла быть универсальной операционной системой. Как именно они это делают? Что они делают? Я расскажу вам в это видео, поделюсь своими мыслями, что я думаю насчет Android в ноутбуках. И вообще подумаем про будущее и вообще про формат компьютеров, как он меняется. Меня зовут Кирилл Розов, это канал Android Broadcast, где я рассказываю вам про современные Android-технологии, операционную систему, что с ней связано, и все самое интересное, чтобы лучше погружаться в знания этой операционки. 6-й год ноутбук — это уже далеко не первая попытка Гугла покорить формат ноутбуков. Да, до этого вы, наверное, могли слышать, а может даже сталкивались с хромбуками. Это фактически была модифицированная такая версия Chrome OS, которая позиционировалась сначала как облачная операционная система, легкая, простая. С ней выходили как и дешевые ноутбуки, так и офигенно классные. Те же были пиксельбуки от Гугла, офигенно стильные, тоненькие, классные, быстрые, эффективные. Другие производители выпускали, причем это делали и на ARM чипах, и на чипах от Intel. В общем, в принципе, спектр был разный. Даже сейчас они выпускаются, имеют какую-то определенную популярность. Но проблема была в том, что у них не было мало софта, не хватало. Туда со временем добавили Android-приложения, потом даже сделали так, что там можно было запускать полноценные Linux-приложения. То есть все, что в принципе у вас можно было запустить, то, пожалуйста, запускайте. Вплоть даже до того, что можно было взять какой-нибудь эмулятор Windows приложений, тот же популярный Wine, или наработки от Valve, и запустить игры, поиграться в полноценные игры, да-да. Примерно как на Steam Deck вы могли бы запускать все точно так же на основе Linux операционка, но вы запускаете Windows приложение игры. И это работало. Но что-то упиралось и не давало выстроить экосистему, потому что, например, яркий конкурент Гугла, Apple, за что люди покупают Apple и любят ее? Потому что у них не только что самые там считающие люди классные, крутые устройства, да, железно действительно классные, операционки, на macOS у меня много вопросов, но вот экосистема, которая есть между устройствами компании, например, вы купили себе планшет, телефон, вы купили себе ноутбук или какой-нибудь другой Mac от Apple, это все офигенно работает в связке. Они дополняют друг друга. Вы с компьютера можете ответить на звонок своего телефона, который связан с одним и тем же Apple аккаунтом. Вы можете быстро шарить данные, эффективно работать, продолжать работу начать в приложении на одном устройстве, продолжить на другом. Все синхронизируется эффективно, классно. И это вот офигенный момент, где вы чувствуете, что каждое ваше устройство дополняет вашу работу, эффективно делает с разным форматом, которым оно может эффективно обеспечить. У Гугла с Android такого, к сожалению, не было. Даже будь у вас планшет на Android, будь у вас телефон на Android и Chromebook, синхронизация между ними была ограничена. Какого-то сквозного, прям такого удобного прохождения не было. И это являлось минусом, потому что суть выстроения экосистемы и покупки девайсов. Та же Huawei, когда начали строить свою Open Harmony, они очень сильно сделали как раз то, что все устройства дополняют экосистему, работают вместе и классно работают связки. И это ключевой момент, почему люди хотят быть привязаны к одной системе. Даже Samsung выстраивает свою экосистему связки между своими устройствами, взаимодействия их по своим собственным технологиям. И делать это эффективно и классно. И получается у них, в принципе, то есть люди любят их. И даже я пользуюсь Samsung'ами вместе, когда они у меня были в связке. Это действительно классно и удобно. Да, ноутбуки у них не на своей операционке. У Samsung это на Windows, там какие-то встраивания происходят. Даже с Microsoft они эффективно взаимодействовали. И Google, конечно же, всегда хотелось добиться того же самого. То есть мы тоже хотим свою экосистему, девайсы, где у нас будут все покупать и все делать. Конечно же, это не так просто, как сказать. И Google с попытками с Chrome OS не дошли какого-то успеха. И вот буквально 2 года назад они сделали большую реструктуризацию. Они объединили все свои операционные системы и девайсы в одно большое подразделение.
Уволили там одного вице-президента, который заведовал андроидом. И вот это слияние большого нового отдела было призвано того, чтобы эффективно развивать операционные системы, внедрять в них AI-технологии и все делать. Первое, с чего все пошло, это в то, что Chrome переехал на Linux ядро от Android. И системы начали очень сильно сливаться и дополняться. Например, в Android 16 уже на Pixel устройствах основной фичой и, в принципе, стала частью фичей всех телефонов на Android 16 десктопный режим. Я подключаю свой смартфон к внешнему монитору, у меня запускается десктопный режим, оконные приложения, все, я могу работать, в принципе, как я это делал на десктопе. Это уже было у Samsung с их DeX, это было, в принципе, попытки у других компаний, но Google уже решил идти в это прям полноценно. Если вы посмотрите еще на последние 3-4, наверное, года активно, Google очень сильно бьется и делает инструменты за то, чтобы разработчики делали свои приложения адаптивными, чтобы они могли работать со смартфонами, с большими экранами, планшеты, десктопы, окна плавающие. Точно так же, чтобы они поддерживали клавиатуру, мышку и весь спектр возможных подключаемых устройств. Потому что, в принципе, что сейчас отличит вот мой смартфон, планшет и ноутбук? Вот как устройство железные формата. По сути своей, смартфон – это компьютер с сенсорным экраном, без клавиатуры и мышки, где пальцами я ввожу все. Планшет, даже современный уже планшет, как вы можете видеть, хоть у них и сенсорные экраны, да, можно управляться, но с ними уже часто идут в комплекте клавиатуры, или они прям активно позиционируются. Клавиатура, причем даже сразу со встроенным тачпадом, они хорошо поддерживают мышку, у них есть стилус, и в принципе это уже мини-ноутбук. Фактически, если взять ноутбук, да даже можно посмотреть на Windows девайс или все, это просто большой экран, ну, каких-то больших размеров, там, допустим, от 10 там, до 17 дюймов. К нему приделана клавиатура, у него сразу есть встроенная мышка, ну, в виде тачпада, возможно, у него даже может быть сенсорный экран. То почему бы не дать возможность делать одну универсальную операционную систему просто под разные экраны, фактически разные способы ввода и разные готовности сразу в комбинации, которые есть. И благодаря этому можно офигенно, классно попробовать сыграть. Но как быть, когда вы даете ноутбук человеку? Наверное, он ожидает, что в нем будут какие-то профессиональные приложения. Ну, потому что на Android-смартфоне там видео ты не помонтируешь. Да, есть редакторы простые, но скорее это вертикальные видео. Есть тот же LumaFusion на iPad. Он, в принципе, уже на Android есть и на Chrome OS, в котором можно монтировать видео. Даже первый год своего канала я вот монтировал в нем на iPad. И это, в принципе, работало. С 4К видео в несколько дорожек. Все это у меня получалось делать. Не на профессиональном уровне, да, потом я перешел на компьютер, но в целом получалось. На Linux тот же есть DaVinci Resolve, например, который можно сделать. Так вот, если раньше на Chrome OS можно было запустить и линкнуть приложение все сделать, то уже больше как год в Android есть поддержка контейнеризации и Linux, и возможность в нем запускать как и терминальные, так уже в современном Android, вот 16 свежих версиях, уже есть возможность запускать и графические приложения. А совсем скоро сюда добавят еще и графическое ускорение, то есть через аппаратное ускорение, точнее, через графический ускоритель. И это та фича, которая приближает Android к возможности запуска больших серьезных приложений, то, чего так хотят пользователи. Либо в десктопном режиме, либо в портативном, но это рядом. Встает, наверное, вопрос еще про ARM, потому что действительно большая часть компьютеров, они, в принципе, все сейчас заточены все-таки по x86, но Apple очень сильно поменяла всю картину. Apple показала, что ARM может быть классным, удобным, эффективным и хорошим решением для портативных компьютеров. Да и не только, как считаю, что вся линейка компьютеров Apple перешла на них. Windows тоже к этому пришла. Современный Windows уже поддерживает ARM-процессоры, и Microsoft активно работает над тем, чтобы софт портировался и поддерживал нативно, без трансляции ARM-процессоры. И это идет на пользу Android, потому что Android всегда, в принципе, основной архитектурой для Android-устройств был ARM, и остается ею, то есть как бы никуда. То есть тот же MIPS появлялся, уходил, x86 есть, но уходило, появлялось. И по сути своей все приложения публикуются в Android, то есть под Android устройство именно под ARM архитектуру. И вот такие ходы со стороны большого ПО активной поддержки ARM, в Linux они есть, соответственно, там и тот же Wine, и все, и будет запускаться, и будет получаться всю возможность.
То есть за счет эффективной контейнеризации, прозрачной возможности запуска десктопных серьезных приложений вы сможете использовать устройство на Android операционной системе, даже не зная, чем он работает, но полностью использовать все возможности и профессиональный софт от больших компаний. Да тот же Linux за последние пару лет очень активно стал развиваться. Классное, эффективное устройство, новые форматы, то есть уход от проприетарных операционных систем, той же Windows, например, банально много сейчас активно развивается. Да, а игры, если мы говорим, то самая яркая демонстрация и большой успех, с помощью которых Linux получил эффективную поддержку и развитие, это Steam Deck. Steam Deck, благодаря тому, что он написан на SteamOS, то есть работает на SteamOS, все игры в нем запускаются через Linux, то есть специально есть прослойка Proton между запуском, то есть игр на Windows, которые написаны, и чтобы все это запускалось. И это работает классно, эффективно. В зависимости от возможности устройства это работает классно, хорошо. Разработчики есть, которые адаптируют все. Технологии новые приходят. Тоже DirectX эффективно сменяется где-то вулканом. И даже нативно может работать все это на технологиях, которые поддерживаются полноценно на Linux. И поэтому вот сейчас как раз-то тот момент, когда устройство на Android операционной системе, ноутбук — это тот следующий шаг, к которому Google ввела. Потому что, в принципе, даже если вы посмотрите вот самое большое искусственное разделение, вот у нас есть MacBook и iPad современный. Вот посмотрим даже с теми iOS 26, которые iPad OS 26 и macOS 26. Что сейчас разделяет между собой вот эти два формата компьютеров? У них одни и те же процессоры ставятся, то есть Apple M-серия. У них ставится та же оперативная память, та же система, все, то есть тоже ставят. Единственное, что отличает, операционная система. И то, что в MacBook нет сенсорного экрана и клавиатура там встроенная сразу, а то, что в планшете вам нужно докупить чехол-клавиатуру или какую-то клавиатуру к нему присоединить и все сделать. Но по сути своей сейчас они аппаратно одинаковы. И хоть Apple и пытается через iPad OS оградить, защитить продажи macOS, MacBook'ов, Mac Air, вот этого всего разделить, чтобы и то устройство покупали, но по сути своей люди уже давно просят на iPad'ах полноценные macOS приложения, потому что эти устройства могут это делать. Даже тот же самый базовый M-процессор, я на нем прекрасно монтировал 4К, он у меня работал, я с ним программировал и делал много всех классных телодвижений. То есть iPad способен это уже делать. MacBook фактически сейчас изолирован только за счет того, что вот Apple не дает на него, то есть не дает возможности iPad с сенсорным экраном и стилусом, а на iPad не дает возможности запускать полноценные десктопные приложения, ограничивая его искусственно. Даже там фоновую работу, вот только в iOS 26 завезли возможности по фоновому процессингу чему-то, наконец-то. Спустя годы, когда ты вот iPad Pro, я из этого не мог назвать Pro, потому что он даже в фоне не мог зарендерить видео, мне приходилось держать, вот грубо говоря, типа, когда я запускал рендеринг видео, мне там вот 30 минут видео было, 30 минут мне приходилось держать приложение открытым и никуда, не дай бог, свернуть его или что-то сделать, потому что все с нуля начиналось иначе. Так и вот, это яркая демонстрация того, что если взять операционную систему, способную запускать приложение, даже если вам на iPad OS, например, дадут завтра запускать macOS приложение, все это будет полноценно работать с клавиатурой, с мышкой, с окнами, мы получим то, что хотели. Google пошла с другой стороны. У них есть планшеты, у них есть смартфоны, и они ведут свою операционную систему наверх, подталкивая, потому что им нечего ограждать, то есть им никакой формат операционной системы своей не нужно. То есть Android, в принципе, как он сделан и как его сейчас распиливают и делают эффективно модульным. Я про это как раз рассказывал, то есть у меня есть видос на канале, как я рассказываю, как Android сделали модульным, эффективным, обновляемым и расширяемым. Как раз-то благодаря этому Google сейчас может скейлить это вверх и сделать эффективное, классное устройство. Единственное, что проблема, наверное, которая будет, это в брендинге. Потому что Android у всех ассоциируется со смартфонами. Android смартфон, Android устройство. И вот его воспринимать из-за этого не хотят. Банально, например, то есть Google же эффективно имела свои какие-то варианты, например, часы, которые она выпускает, они называются Wear OS, хоть под капотом там и Google. TV, который они выпускают платформу, это Google TV. Хоть под капотом, опять же, тот же Android, и все там запускается. Скорее всего, ноутбук они хоть и выпустят на основе Android, но он будет каким-то другим. Они сказали, что там они возьмут интерфейс из Chrome OS, который был наработан, но под капотом будет Android. Скорее всего, будет какая-нибудь у нас там лаптоп OS или что-то еще.
Но опять же, чтобы отделить, чтобы не было ассоциации, что у тебя ноутбук на мобильной операционной системе. Это очень важно, потому что если ты скажешь, что у тебя ноутбук на андроиде, и прям будет тебе при заставке, когда ты будешь запускать, загружать, у тебя будет написано Android, все будут считать, что, блин, это просто смартфон с большим экраном. Но это совсем не так. Это устройство, которое действительно может сменить. Что на основе Android через Linux можно будет запустить Android Studio, программировать, там, запускать, все собирать, подключать устройство. Даже вполне возможно сразу прямо и оттестить, потому что фактически у вас среда будет, где все это будет делаться классно. Я очень жду этого устройства. Скорее всего, сразу побегу себе его заказывать, покупать и смотреть, изучать, потому что это действительно то, что рынок сейчас воспримет и будет классно захотеть и идти дальше. И уверен, что сейчас вот как раз-то у Google есть возможность завоевать этот рынок, если они сделают правильный софт, правильные шаги, спозиционируют это устройство и не будут задирать на него огромные цены. А что думаете вы? Есть ли успех у операционки на базе Android на десктопе и стать решением как для любителей, кому нужно просто поработать с документами чем-то, так и для профессионалов, которым нужен тяжелый, серьезный софт? Оставляйте свое мнение в комментариях. Я обязательно все почитаю, отвечу и попробуем похоливарить, что же выйдет из этого.